Тема, связанная с участием советских воздушных асов в Великой Отечественной войне на стороне немцев, до настоящего времени была одной из самых закрытых. Да и сегодня ее называют малоизученной страницей нашей истории. По данным немецких источников, на сторону Германии добровольно перелетело довольно много советских летчиков. В 1943 году их было 66, в первом квартале 1944 года прибавилось еще 20. Надо сказать, что побеги советских летчиков за границу случались и до войны. Так, в 1927 году в Польшу бежали в одном самолете командир 17-го авиаотряда Клим и старший моторист Тимощук. В 1938 году на самолете У-2 улетел в Литву начальник Лужского аэроклуба старший лейтенант Унишевский. А в годы Великой Отечественной войны под влиянием немецкой пропаганды и наших неудач на фронте такие перелеты возросли многократно. В исторической литературе среди русских перелетчиков упоминают кадровых офицеров, подполковника Пивенштейна, капитанов Арзамасова и Никулина и других. Основную же часть перешедших на службу в Люфтваффе составляли летчики, сбитые в воздушных боях и завербованные в период нахождения в плену. Большинство из воздушных асов, побывавших в плену после войны, были осуждены. В силу скудности архивов и источников нельзя категорически утверждать, что все репрессированные после войны летчики действительно служили в немецкой авиации, поскольку кого-то из них следователи Министерства государственной безопасности могли заставить дать признательные показания с помощью известных методов того времени. Некоторые из летчиков испытывали эти методы на себе еще до военные годы. Для Мальцева пребывание в подвалах НКВД явилось основным мотивом для перехода на сторону врага. Если по поводу причин, побудивших генерала Власова предать родину, историки спорят до сих пор, то в отношении командующего ВВС его армии Мальцева все сходятся во мнении, что он действительно был идейным антисоветчиком. И подтолкнуло его к принятию такого решения применение в отношении бывшего полковника необоснованных репрессий. История превращения его во врага народа была типичной для того времени. Виктор Иванович Мальцев, 1895 года рождения. Один из первых советских военлетов. В 1918 году он добровольно вступил в Красную армию. В следующем году окончил Егорьевскую школу военных летчиков. В годы гражданской войны получил ранение. Мальцев был один из инструкторов Чкалова. Период обучения того в Егорьевской авиашколе. В 1925 году Мальцев был назначен начальником центрального аэродрома в Москве. А еще через 2 года стал помощником начальника управления ВВС Сибирского военного округа. В 1931 году он возглавил авиацию округа и занимал эту должность до 1937 года, пока не был выведен в резерв, получив должность начальника Туркменского управления гражданской авиации. За достигнутые в работе успехи его даже представили к награждению орденом Ленина. Но 11 марта 1938 года неожиданно арестовали, как участника военно-фашистского заговора. И лишь 5 сентября следующего года освободили за недоказанностью обвинения. В период заточения в подвалах Ашхабадского управления НКВД Мальцева неоднократно подвергали пыткам, однако он не признал ни одного из сфабрикованных обвинений. После освобождения Мальцев был восстановлен в партии и в рядах РККА получил назначение на должность начальника санатория Аэрофлота в Ялте. А 8 ноября 1941 года, в первый же день оккупации Крыма германскими войсками, в форме полковника ВВС РККА явился в немецкую военную комендатуру и предложил свои услуги по созданию антисоветского добровольческого батальона. Рвение Мальцева фашисты оценили по достоинству, опубликовали 50-тысячным тиражом в пропагандистских целях его мемуары «Конвейер ГПУ», а потом назначили бургомистром Ялты. Он не раз выступал перед местным населением с призывами о необходимости активной борьбы с большевизмом. Лично сформировал в этих целях 55-й карательный батальон по борьбе с партизанами. За проявленное при этом усердие был награжден бронзовым и серебряными знаками для восточных народов за храбрость 2 класса с мечами. О том, как Мальцев сошелся с Власовым и начал создавать авиацию РОА, написано немало. Известно, что еще в августе 1942 года в районе города Орши по инициативе и по руководством бывших советских офицеров майора Филатова и капитана Рябушинского была создана русская авиационная группа при так называемой русской национальной
Национальной народной армии. А осенью 43-го с аналогичной инициативой выступил подполковник Холтерс. Мальцев к тому времени уже подал рапорт о вступлении в армию Власова. Но поскольку формирование РОА еще не было начато, активно поддержал идею Холтерса о создании русской добровольческой авиагруппы, которую ему и предложено было возглавить. На допросах в СМЕРШе он показал, что в конце сентября 1943 года немцы пригласили его в местечко Морицфельде, где располагался лагерь авиаторов, завербованных на службу к Власову. Там было к тому времени 15 летчиков. В начале декабря того же года германский генштаб ВВС разрешил сформировать из русских военнопленных летчиков, изменивших родину, восточную эскадрилью, командиром которой назначили белого иммигранта Тарновского. На него и Мальцева немцы возложили руководство формирования и подбором летного состава. Эскадрилья была сформирована в первой половине января 1944 года. Он сопроводил ее в город Двинск, где передал в расположение командующего ВВС одной из немецких воздушных армий. После чего эта эскадрилья принимала участие в боевых операциях против партизан. По возвращению из города Двинска он приступил к формированию из пленных советских летчиков перегоночных групп для перегонки самолетов с немецких авиационных заводов в действующие германские воинские части. При этом сформировал 3 таких группы общей численностью в 28 человек. Обработку летчиков проводил лично, завербовав при этом около 30 человек. Затем, до июня 1944 года он занимался в лагере военнопленных в городе Морицфельде антисоветской пропагандистской деятельностью. Мальцев был неудержим. Он без устали разъезжал по лагерям, подбирал и обрабатывал пленных летчиков. В одном из его обращений говорилось: «Я весь свой сознательный век был коммунистом. И не для того, чтобы носить партийный билет, как дополнительную продовольственную карточку. Я искренне и глубоко верил, что этим путем мы придем к счастливой жизни. Но вот прошли лучшие годы, побелела голова, а вместе с этим пришло и самое страшное – разочарование во всем. Чему я верил и чему поклонялся. Оказались оплеванные лучшие идеалы, но самым горьким было осознание того, что я всю жизнь являлся слепым орудием политических авантюр Сталина. Пусть тяжело было разочарование в своих лучших идеалов, пусть лучшая часть жизни пропала, но остаток дней я посвящу борьбе с палачами русского народа за свободную, счастливую, великую Россию». Завербованных летчиков переправляли в специально создаваемый немцами учебный лагерь в польском городе Сувалки. Там так называемые добровольцы подвергались всесторонней проверке и дальнейшей психологической обработке. Обучались, приносили присягу, а затем отправлялись в Восточную Пруссию, где в лагере Морицфельде формировалась авиагруппа, получившая в исторической литературе название группы Холтерса-Мальцева. Осенью 1943 года подполковник генштаба Холтерс, начальник пункта обработки разведывательных данных «Восток» в штабе командования Люфтваффе, обрабатывающий результаты допросов советских летчиков, предложил сформировать летное подразделение из пленных, готовых воевать на стороне Германии. При этом Холтерс заручился поддержкой бывшего полковника советской армии Мальцева, человека редкого обаяния.